Всем привет! Сегодня мы вам покажем основной секретный пляж Бангтао, ночной рынок и многое другое. Но я заметила, что очень многие, кто смотрит нас, не подписываются на канал. Поэтому сначала ставим лайк, подписываемся на канал и смотрим дальше. Поехали! Ну что, всем привет! Сегодня мы приехали на Бангтао, и посмотрите, как много мотоциклов, много всяких машин. То, что было там, допустим, год назад, когда мы тут парковали, тут один-два байка было. Конечно, сейчас это не сравнить. Ну вот мы заходим на пляж Бангтао. Мы тут были буквально где-то без малого год назад. Практически все без изменений, за исключением, конечно, количества людей. Людей прибавилось. Если раньше можно было пройти километр и встретить там 5-6 человек, то сейчас, конечно, на каждые 10 метров будет 5-6 человек. Но в то же время, если вы хотите без большого скопления людей, то вот тут можно лечь буквально в 10 метрах от другого человека. Также арендовать какой-то шезлонг и неплохо так отдохнуть. Вот дальше, ближе к тому большому озеру, там уже видно, что прям Анапа. Людей много. Мы туда сегодня не пойдем, потому что мы там были. Наша цель сегодня показать не сколько Бангтао, а сколько показать пляж, который находится в самом углу. Вот там вот справа. Я подпишу сейчас снизу, как он называется. Ну и сейчас немного пройдемся вдоль пляжа и покажем вам, какая тут вода, люди, медуза патруль, ну и все, как мы любим. Хочется немного поделиться еще не только по поводу пляжа Бангтао, но еще райончиком и в целом большим вот этим районом, который называется Лагуна. Он достаточно новый, здесь очень много новых кондоминиумов, и здесь мало, знаете, такой тайской вот этой вот истории, где там все валяется и так далее. Поэтому он такой достаточно престижный, немножечко дороже, чем остальные. Я его, в принципе, рекомендую как для жизни, отдыха, так и для полноценной зимовки. А тут еще достаточно много классных, красивых озер и классных кафешек на этих озерах. Ну и хочу добавить, что жилья тут нового очень много, но стоимость его, конечно, будет значительно повыше, чем вы хотите арендовать там в старом городе, ну или каких-то других местах. Ну и также добавлю, что да, тут очень много активностей. Мы вот, когда сюда подъезжали, встретили группу велосипедистов, человек, наверное, 30 было, такие прям на шоссейники ехали, поэтому тут кто любитель велоспорта и каких-то активностей, наверное, лучше сюда. Ну и вот мы идем по пляжу, можно увидеть, что детей довольно много. И волны, ну, такие, более-менее нормальные. На Бангтао они всегда вот примерно вот такие вот, да, и больше. Мы видели кадры с начала декабря, какие тут были волны. Тут люди просто врезались в них, накрывало их с головой, там метра 2-3. Думали, вот сейчас приедем, то же самое увидим, но нет. Очень даже такая хорошая водичка. Ну и людей, соответственно, тоже очень много. И еще, что классно, здесь контингент людей, отдыхающий, достаточно молодой. То есть здесь все такие спортивные, молодые, на спорте. Поэтому это очень здорово. Если вы такие же, вам сюда. Если плавать, то мне больше всего нравится вот такой вариант. Тут даже есть продавцы различных браслетиков. Их, слава богу, тут немного. Вход тут достаточно пологий, видите, заходишь так очень медленно. Ну, на самом деле я больше люблю, когда намного быстрее. Вот на Сурине идеальный заход. Ну вот, смотрите, где-то вот прошли буквально метров 600, и справа тут место, где вообще вот просто никого нет, ложись, отдыхай. Ну, по правую сторону можно увидеть такие стульчики с зонтиками, скорее всего, там это приотельная территория. Но вот если вот тут сесть, лечь, то будет очень неплохо. Погода вот просто идеальная. Заходи, купайся. Ну, как и все остальное, видите, чистый такой песочек белый. Тут, конечно же, все убирают. Вода практически голубая, облаков мало. Чем мне нравится Бангтао, его протяженностью. Тут просто нереальных размеров. Я не помню, или 6, или 7 километров его протяженность. Поэтому, если вот вы любите прям, когда немного людей, можно чуть-чуть походить ножками, найти какое-то место. И вот, видите, как там мужчина лег, там вот 3 бутылочки рядом с ним. Он их, скорее всего, осилил и уже отдыхает.
Идти, конечно, километра 3 вдоль пляжа по такой жаре, это еще то испытание. Но, насколько я знаю, можно туда доехать прямо на пляж, на байке, там на машине, не идя такое количество. Но мы хотели показать, что происходит на Бангтао, что сейчас на пляже, чем он живет, какие волны, частоту и так далее. Так, ну что, смотрим, какая тут водичка. На самом деле тут она немного перемешивается с песком, чуть-чуть мутноватая, но дальше она вполне себе хорошая. Посмотрите, какой только цвет шикарный. Да, в целом такая прозрачная, но, если честно, Сурин в плане прозрачности очень сильно выигрывает. Пока что тут медуз не обнаружено. Ну и можно заметить, что тут пальм очень мало, если есть, то единичные такие штучки. В основном вот такие вот хвойные деревья, и они на протяжении всего пляжа Бангтао. Ну, то же самое касается и других пляжей, там Найтон-Бич, Майкао. Водичка такая отличная, видите, даже собаки бегут спасаться от жары. Ну и вот, мы прошли тот самый отель, да, и тут начинается территория, где вообще никаких шезлонгов, ничего нет. Для многих это, конечно же, минус, да, но кто любит вот так дикарем отдыхать, тут вообще, конечно, идеально. Там даже есть тенек, можно увидеть, люди там спасаются от палящего солнца. Но сюда, конечно, надо пройти какое-то время. Ну, мы, наверное, километра 1,5-2 уже прошли, даже ноги немного устали. Ну и дальше, я вот вижу, там особо шезлонгов нет. Ну что, мы не прошли 2 километров, как у нас вся техника перегрелась, включая нас. Вот мы тут нашли тенечек, воду попили, которую с собой взяли, и немного отдохнули. Ну и как раз покажу пляж Бангтао, да, и вот справа можно увидеть, что тут абсолютно нету никаких удобств в плане там макашниц, каких-то киосков, массажей и всего остального. Ну и идти лучше, конечно, вот по этой тропе. Тут есть хотя бы тенек, или же нужно купаться буквально каждые там 30 метров. Ну и Бангтао — это, наверное, единственный пляж, где вы сможете покататься на лошадях. Кто любит конный спорт, это, конечно, для вас. Ну еще из того, что мы увидели, Бангтао — это тот самый пляж, где абсолютно нету никаких припаркованных лодок. Ну, вот, метров 100 на 100, вот просто ни одного человека. Вот иди купайся, у тебя ни лодок, ни людей, вообще никого нет. И это, ну, сейчас можно сказать, высокий сезон, когда все остальные пляжи просто битком. Там иногда не зайти. Тут в этом плане, конечно, идеально. Но придется немного пройти. Мы дошли до того места, где можно вот припарковать байк, машину и уже отсюда идти загорать, купаться. Смотрите, тут даже массаж делают на вот таких матрасиках. Ложишься и получаешь все удовольствия тайского отдыха. Тут можно заметить такие инстаграмные качели, наверное, метра 4 в длину. Я такие видел только на Бали, на фоне рисовых полей. Тут по-прежнему есть, как видите, спортивные люди. Жалко, мы про вот именно эту часть пляжа узнали вот так поздно. Я все время думал, что налево идешь, что направо идешь, везде там будет куча людей. Оказывается, нет. И если в центре острова там прям такая цивилизация, кафешки, отели, то справа вот тут как будто ты попал куда-то на такой секретный пляж, который мало кто знает. Самое удивительное, знаете, что случилось? Маша всегда ходит без шляпы, без всего, но тут, Маш, покажи, она все-таки одела головной убор, это такой шарфик, потому что говорит, что прям вообще напекло нереально, даже Машу напекло. Ну вот мы дошли уже до практически конца, шли мы без малого где-то часа, наверное, 1,5. Изначально казалось, ну минут за 20 дойдем, но нет. Ну и можно увидеть, что в конце пляжа справа тут уже будет такая активность. Но наша цель все-таки, насколько я вижу, это, по-моему, вот то место, тот пляж. Рядом с таким вот островком круглым. Нам нужно идти туда. Вот отсюда можно увидеть, это огромный пляж Бангтао. Километров 6-7. Наверное, если в одну сторону, потом в другую пройти, это вот, ну, реально часа 3 займет. Такая хорошая тренировочка, конечно. Ну что, мы дошли до Лайон-Бич, который нам все советовали, и Тайка советовала, и подписчики советовали. Но что-то прям грандиозного и необычного я, честно говоря, тут не вижу. И даже тут водичка, видите, когда заходишь, она немного вот... Ну, это, наверное, лепестки, да, как какие-то водоросли. Наверное, вся фишка этого места чуть-чуть дальше, если пройти. Там вот, насколько я помню, река должна вытекать. Сейчас вот пойдем туда и посмотрим. Мы из любопытства решили пройти чуть-чуть дальше. Можно увидеть такой островок, он полностью отделен от суши, да, там такая вот река небольшая.
Можно на него, конечно же, перейти, но именно тот пляж, он не солнечный, там особо делать сейчас нечего. Но самое интересное, смотрите, тут сейчас можно увидеть, что отлив такой приличный, и тут уже, конечно, никого нет, потому что это все-таки река, да. И вот можно увидеть, какая тут пенка. Но это все-таки не самая чистая водичка, да, в которой прям захочется искупаться. Хотя чуть-чуть дальше пройти, но более-менее так прозрачно. Но желание купаться все равно тут не возникает. Единственное, что могу отметить, тут, конечно же, красиво. Ну и там какой-то пляж приотельный. Вот это все, что на скале, вот эти вот все домики, это все относится, скорее всего, к этому пляжу. Мы уже туда, конечно же, не пойдем. Ну и вот можно увидеть, что он далек от чистоты, да, тут вот кто отдыхает, все оставляет. Но можно вот посидеть там, пикник какой-то устроить. Вон там тайцы сидят, человек 30. Но мы тут, конечно же, купаться не будем. Ну, прям не видим каких-то таких больших плюсов. Буквально где-то 1-2 километра назад было намного чище был пляж, намного было чище море. И людей было тоже намного меньше. Поэтому вы сами делаете вывод, ехать сюда или нет. Мы только показываем. Ну, как обычно, это и делаем. Мы уже искупались, просто не могли это не сделать. Настолько уже просто тепловой удар был близок. Пульс 130, 140. Прошли почти 8000 шагов, и, конечно же, хотелось уже искупаться давно. Получили колоссальное удовольствие, очень хорошая водичка. И заход просто идеальный. Вот самый идеальный заход, наверное, во всем Таиланде. Сидим уже на закате, вокруг никого нету. И рядом с нами находится такая вот пальмовая чаща. И только вот пение птиц, вообще никого нету. Прям, конечно, супер. Супер место мы нашли. И даже рады, что сегодня никуда не поедем. Насладимся как можно больше этим видом и красотой. Водичка на Бангтао, конечно же, просто прекрасна, несмотря на то, что она менее прозрачная, чем на пляже Сурин. Зато здесь, на Бангтао, чуть меньше планктона, который кусается. По крайней мере, его не было сегодня. О, смотрите, птичка какая необычная. Каждый раз, приезжая на Пхукет, мы находим что-то новое, какие-то новые места. И это здорово. Причем мы уже не первый, не второй, даже не третий раз бываем на Пхукете. И все время находим вот какие-то новые такие интересные места. Вот открыли на Бангтао, что прям справа находится такое интересное место, где практически без людей можно покупаться. Именно этим и хорош Пхукет. Он большой, много пляжей, много различных таких активностей. Сколько раз сюда не приезжаем, все время открываем для себя что-то новое. Надеюсь, мы еще в этом году сюда вернемся и покажем вам что-то новое. Мы ведь не могли совсем обойтись без рынка в этот раз на Пхукете, поэтому, конечно же, мы заехали на Бангтао Найт Маркет, такой небольшой рыночек, который находится рядом с одноименным пляжем. Сейчас посмотрим, что тут имеется. На Бангтао есть достаточно большой рынок, тут есть и еда, и одежда, и вообще все-все-все. Поэтому пойдемте посмотрим, что можно тут купить.
Рыночек находится прямо рядом с дорогой. Ну, он состоит, собственно говоря, из одной такой вот дорожки. Справа у нас, получается, вещи можно купить различные, джинсы, смотрите, штаны со слонами, различные футболки, а по левую сторону уже у нас еда. Ох, смотрите, сколько тут шпажек. И стоимость очень даже приемлемая. Chicken? What this? Масло. Thank you. Ну, тут можно увидеть, как, конечно же, различные шпажки, любое мясо, на любой вкус и цвет. Даже, смотрите, печень есть, насколько я понимаю. Ой, конечно же, есть суши. Ой, прям запах суши, это что-то. Ну и получается так, что если с этой дороги немного свернуть, то тут, в принципе, ничего и нету. Ох, какой сегодня закат красивый. Возвращаемся на рынок. Стоимость на шлепки, видите, всего 79 бат. Надо брать. Хотел еще показать, смотрите, насколько удобно для держателя тайской карты. Практически на всех прилавках есть такая вещь, как вот такой вот QR-код. Если у вас есть приложение мобильного банка, оплатить можно буквально там за 1,5 секунды. Это максимально удобно. И большинство тайцев так делают, ну и мы тоже так делаем уже в этой зимовке. Мы расплачиваемся практически только таким способом. И вот эти вот шпажки, они прям невероятно вкусные. Если вы не пробовали, то обязательно попробуйте. Но единственное, будьте осторожны, иногда там попадается перчик. Да, вот тут вот есть перец. Он вот этот, чили, он очень-очень острый. Большое количество супов. Видите, тайцы любят вот так вот брать. С собой берешь такой пакетик. И едешь дома, там ешь, ну или где-то рядом садишься. Можно увидеть фрукты и сразу же тут будут носки. Такое все вперемешку. Фрукты на любой вкус и цвет. Ну вот ценники можно посмотреть, какие на данный момент. Манго 60 бат, драгонфрукт 60 бат. Ну и мандаринки за 40 бат. Причем цена очень хорошая. Ну и вот сразу же тут напротив уже цена очень хорошая. Видите, 40 бат за манго. Вот даже оно порезано. Ну да, вот эти вот за 40 бат, а эти за 70 бат. Наверняка они вкуснее. Ну и папайя у нас 70 бат. Ну и вот, я так понял, мы пришли в самое начало рынка. Тут можно увидеть курица-гриль, фрукты. Ой, вот это очень вкусные ананасики маленькие, они просто сладкие, как мед. Если вы не пробовали, то просто обязательно для тестирования. Тут фрукты, овощи. Тут можно уже купить сырую курицу. Она уже вся разделана полностью. Эта курица обычно домашняя и там разрубленная вчера или сегодня. На рынках она свежая. Если покупать в магазинах крупных, то она там замороженная, скорее всего. Ну вот биф, мясо 280 бат стоит. Ну и, конечно же, свежая рыба. Она тут тоже имеет место. Запах тут, конечно, уже соответствующий, как на рыбном рынке. Ну и вот можно заметить такие столики, где ты что-то приобретаешь в этих макашницах, да. Тут садишься и добавляешь себе ингредиенты, которые тебе нужны. Там что-то острое, что-то не острое. То есть ингредиенты для вашего блюда. В принципе, это очень даже удобно. Конечно же, есть косметика, как и на любом рынке Таиланда. Люди, которые говорят и даже спорят порой с нами в комментариях о том, что масочный режим полностью отменен. Вот здесь целый лоток с этими масками, они продаются и пользуются популярностью. Большинство тайцев еще носит их. Hello. Смотрите, какая вкусная. Hello. Тайцы очень любят позировать на камеру. Смотрите, какая вкусная рыба. О, а вот это вот, конечно, холестерин будет повышен сразу не в 2 раза, наверное, в 10. Сначала не поняли, что это такое за станок, но потом вспомнили, что именно таким образом выжимается тростниковый сахар. Вот его можно тут купить, поэтому он тут есть. И еще рыбка, ее очень много, коктейли. Можно даже вот такие вот фигурки, статуэтки купить из ракушек. Тут мы увидели такое вот, можно сказать, самодельное мороженое. Выбирайте себе начинку и вам делают. Оно очень вкусное, прям нереально. Советуем. Ну вот, называется Fried Ice Cream, то есть поджаренное мороженое. Можно такие увидеть супчики и не только. Все очень жареное. Но Машу это не останавливает, да?
Что касается одежды, сумок и аксессуаров всяких, обязательно торгуйтесь, потому что изначальная цена очень сильно завышена, иначе вас как липку обдерут. Ну вот еще различные вещи, которые издают просто нереальный запах. Это все очень вкусно. Ну и такие вот Будды, которые можно с собой взять и где-нибудь повесить у себя в интерьере. Ну и, конечно, огромное количество различных статуэток, которые только вы можете с собой забрать. Тут мы уже попали в такой вещевой рынок. О, смотрите, даже качественные подделки абсолютно всех брендов. Конечно же, трусы Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Абсолютно все бренды. Огромное количество, в основном, конечно, европейцы, их очень много. Смотрите, продукция полностью все сделана из кокосового дерева. Причем она очень прочная и долговечная. Такая вот одна ложечка стоит 80 бат всего. По мере того, как идешь, такое ощущение, все время сужается эта дорожка. Но тут уже еды нет, видите, тут в основном только вот различные вот эти вот шарфики, очень популярные в Таиланде. Ну вот можно увидеть различные мази, которые целебные. Смотрите, можно найти вот такой вот крем на основе яда тайской кобры. И вот написано, что это вроде как лечит от всяких там болячек. То же самое можно сказать и про бальзам. С ядом скорпиона, видите, тоже можно там что-нибудь залечить. Запах, конечно, специфический и на вид тоже такой. Маш, понюхай. Они практически все пахнут, как наша звездочка, только такая чуть-чуть своеобразная, с чем-то, с каким-то добавлением. Смотрите, что еще нашли. Тайский красный бальзам с жгучим перцем чили. Это тоже, наверное, какие-то болячки лечить. Да, вот. Но перед тем, как пользоваться таким бальзамом, все-таки проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, ортопедом. Потому что бывают случаи, когда у вас там какой-то ушиб, и нужно, наоборот, что-то холодное прикладывать. Вы прикладываете что-то, что разгоряченное, и потом очень плохие последствия. У меня самого такое было лет 10-15 назад. Я ушиб колено, вместо того, чтобы приложить холод, мне вот посоветовали какой-то, наподобие тайского бальзама. И сделать так, что у меня просто колено опухло, просто нереальных размеров. Кстати, стоимость очень низкая. Вот такой вот один флакончик, всего 50 бат. В принципе, как и все остальное. Так что пробуйте, экспериментируйте и рассказывайте нам, как помогло или нет. Вот еще есть бальзам с лимонграссом, запах очень вкусный. Если вы делаете массаж в тайских массажных салонах, чаще всего вам наносят именно этот бальзам. Все эти бальзамы имеют достаточно одинаковый запах, причем даже вот крокодиловый бальзам, как наша звездочка, а запах лимонграсса, он просто какой-то нереальный. Он очень-очень вкусный, такое ощущение, что он прям сразу же успокаивает. Я успокоилась. Вот алоэ вера. Тут будет стоить, наверное, бат 200-300. Но вообще торговаться нужно всегда и везде, особенно в Юго-Восточной Азии. Нередки бывают случаи, когда цена какая-нибудь 600 бат, да, и у тебя получается снизить иногда до 300, а иногда и до 200 бат. Рыночек оказался абсолютно небольшой. Мы думали, найт-маркет. Обычно это что-то такое внушительное, но нет, тут довольно все скромно. Еды не так много, еды вообще совсем чуть-чуть, вот в самом начале, все остальное это вещи такого среднего качества. Но европейцы прям смотрят, прям торгуются, покупают, и в основном тут европейцы. Почему их тут так много, непонятно. Вот можно заказать коктейльчик из любого абсолютно алкоголя, на любой вкус и цвет. Также тут есть самоса, правда такая маленькая, обычно побольше. Я взял свои любимые сосиски со свининой, они просто нереально вкусные. Сейчас их немного подогреют и их съем. Если вам было интересно и полезное видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!